Если вы не знаете, что связывает Белгород и Петербург, тогда вам нужно обязательно посмотреть этот выпуск Playvolley. Ответ через несколько секунд. Ну и вот он, человек, который связывает эти два города, Белгород и Петербург. Дима Ковалев, связующий петербургского «Зенита». Дим, привет. Привет. И расскажи, насколько успел соскучиться за тот год, который ты провел вне Петербурга по этому городу, насколько успел соскучиться по пышкам. И я сейчас имею в виду, конечно же, кондитерское изделие, а не, я знаю, ты жена. Да, соскучился очень сильно, так как у меня здесь живет семья. Они приезжали ко мне на неделю, на каникулы, на выходные. Вот, соскучился по парням, которые здесь играют. Здесь есть люди, с которыми я хорошо достаточно общаюсь, по самому городу. Вот. Скучал, рад, что приехал наконец-то. Очень счастлив, доволен. Расскажи, как провел этот год в Белгороде, насколько наблюдал, может быть, за успехами «Зенита. Что можешь сказать о рисунке игр, который изменился, не изменился, на твой взгляд? Год провел в Белгороде, сезон отлично, шикарно, классный подобрался коллектив, каждый друг друга слышал. Вот. За «Зенитом», да, конечно, следил, за их результатами, болел за них в финале 6, переживал, но не настолько, чтобы как-то это могло повлиять на мою игру в Белгороде. Ну, понятно. Но, тем не менее, на финале 6 ты уже знал, что присоединишься к команде по завершению этого финала. Все ли игры смотрел с участием «Зенита? И вообще, что можешь сказать, вот, насколько изменился рисунок игры, когда ты играл в сезоне 18-19, 19-20 и сейчас? Но рисунок игры все равно меняется от того связующего, который играет, и от тех нападающих, которые есть в команде, потому что все равно команда – это единый коллектив, и каждый под каждого должен подстроиться. И думаю, что все-таки отличался, потому что игры, может быть, первым темпом больше стало. Как бы ни для кого не секрет, что Игорь Кобзарь много играет с первым темпом. А так, сколько игр посмотрел на финале 6, мы когда приезжали перед своей игрой, если команда из Питера играла, я смотрел. Не играла, я не смотрел. А если игра «Зенита» была после игры Белгорода, оставался или вы вместе с Нет, командой уезжали? мы играли 2 последних игры всегда, заключительных в игровой день. А расскажи тогда, насколько твой рисунок игры изменился за тот год, который ты провел в Белгороде? Мне кажется, я начал играть чуть побыстрее, так нападающие подобрались, которые играют более скоростные передачи. Вот. Здесь на тот момент был Орел Камеха, который все равно играл более взвешенную. И поэтому как-то, может быть, в этом плане мы отличались. Мои сезоны отличались. Ты со многими игроками знаком уже по выступлениям, 2 года, которые ты провел в «Зените». Тем не менее, есть новые игроки, с кем уже успел, может быть, познакомиться, с кем-то еще нет. Я думаю, мы все знакомы, даже если не лично, то заочно. Большинство игроков все равно остались те же самые, с кем я здесь и был, и поэтому всех я знаю, думаю, довольно-таки хорошо, можно так сказать. То есть тебе сейчас будет, на твой взгляд, просто влиться в команду? Я думаю, будет очень комфортно, да. А с Женей Гребенниковым ты не знаком, да, был? Потому что он пришел в начале этого сезона. Я с ним познакомился еще в Берлине, когда были отборочные на Олимпиаду, по-моему, в 2016 году. Вот, и тогда с ним получилось так немножко пообщаться. Я был с его отцом в одной команде в Уфе. Вот, и даже, можно сказать, даже поэтому заочно я как бы с ним знаком. И много хорошего очень слышал от ребят, кто с ним как-то контактировал. Расскажи-ка о околоволейбольной обстановке вообще в Белгороде, насколько она была комфортной и насколько она комфортна в «Зените», когда ты выступал. В Белгороде было очень комфортно. Это как вот я написал себя в соцсети, которую нельзя называть, то, что это как волейбольная семья, и это так и есть. И в этот сезон подобрался очень классный коллектив, который вместе шел к какой-то цели, которую ставили мы изначально в раздевалке. Мы все общались друг с другом, приколы, естественно, все это было. Все понимали, слышали друг друга. И открыли новую арену, как бы. Все совпало так, что очень классный сезон, я думаю, получился для всех парней, кто был со мной в команде в Белгороде этот сезон. А что касается «Зенита», то и здесь достаточно приятно было находиться мне на тот момент, потому что много делалось для команды, и люди, к которым я приходил,
тоже были довольно отзывчивые, приветливые, можно так сказать. И проблем особых конфликтов не было в раздевалке. Сравни, пожалуйста, два города, вообще Белгород, Петербург. Какой тебе больше лично тебе импонирует? Ну, больше импонирует Петербург, скорее всего, потому что все-таки я здесь решил остаться жить. Вот, моя семья здесь жила, и сам хочу здесь жить. Но Белгород навсегда остался со мной. Мне будет очень безумно приятно туда возвращаться, приезжать, видеть парней и руководство клуба. Потому что, опять же, повторюсь, это какие-то особенные ощущения, играя в Белгороде. Может, время совпало, может, другие сезоны было по-другому, но конкретно в данном сезоне было очень классно и как-то душевно, вот так вот можно сказать. Ты, когда выступал за «Зенит», вы стали серебряными призерами чемпионата России. В этом году «Зенит» стал четвертым. Как ты считаешь, чего нужно добавить «Зениту», чего не хватило на этот раз? Мне кажется, главной, наверное, такой причиной это опять, наверное, катастрофическое количество травм, которые на протяжении уже нескольких лет преследует Питер, «Зенит». Я не знаю, что нужно для этого сделать и почему это так происходит, но я думаю, это очень сильно влияет. Когда ты весь сезон, как ты пытаешься затыкать какие-то дырки, какие-то ситуации, выходить из ситуаций, меняя позиции игроков, это тоже ничему хорошему не приведет. Ну, Егор Крюка также травмировался, когда перешел в диагональ. И вот если избавиться от этих травм и пройти сезон полностью здоровым всем, да, как бы мелкие будут травмы, все равно от этого никуда не деться. Но если таких больших выпаданий на сезон у игроков не будет, то я думаю, все получится. Мы сейчас находимся рядом с парком аттракционов «Диво-остров». Есть ли в Белгороде что-то похожее? И был ли ты здесь, может быть, со своим сыном? Здесь я был, у меня жена вместе с моим сыном 2 года назад прыгали с этой рогатки, когда в капсулу залазишь, и она тебя выстреливает. С этой, не помню, называется башня, которая высокая, она поднимается вверх и потом резко опускается вниз. Мы с сыном тоже вместе катались. Вот. А так в Белгороде есть, конечно, парки, но не такого масштаба. Но где там погулять тоже есть. Город очень красивый, очень чистый, очень теплый. Вообще, ты сам любишь экстрим? Да. Аттракционы или только сын и жена? Нет, я очень люблю. И в Сочи ездил, прыгал с тарзанки, который 200 там метров. Слышал, есть выше только в Макао. Там, по-моему, около 230 что-то. Вот. И есть такая галочка, которую хочется реализовать, поехать туда и прыгнуть. Слушай, а разве профессиональным спортсменам не запрещены какие-то экстремальные виды спорта? Но мы делаем это в отпуске. Когда у нас... никто не видит? Нет. Когда никто не видит, это раз, да. И два, у нас есть контрактные обязательства, в период которых мы не можем себе что-то позволить. А в период отпуска мы, в принципе, свободны и можем отдыхать. Несколько слов еще о роли связующего в современном волейболе. Как ты считаешь, все-таки, насколько важную роль играет рост? У тебя рост 198 сантиметров. Вообще для связующего это достаточно много, да? Я думаю, рост не самое главное, да. Это если у связующего там есть блок, и он может меньше каких-то вариантов атак предоставить сопернику своим блоком, то это хорошо. Но главное, все равно твоя работа основная – это распределять передачи, вести игру. И достаточно очень много примеров взять же того же Дечека, который невысокого роста, но он находится в топе. Кристенсен вот пришел, кстати, в Казань, как он поменял команду, как она жила. Дима Волков как раскрылся рядом с этим связующим. Вот. И как бы... Поэтому роль связующего ты считаешь все-таки важной? Да, естественно. Но не прям настолько, мне кажется, как об этом говорят, то что там чуть ли там 90% команды, там 80% это связующие. Нет. Да, я думаю... 50 на 50, так знаете как. 50% связующие, да. 50 все остальные игроки. Нет. Все важны. И если каждого взять игрока, там, нападающий, какая у него роль в команде, ну, то я также отвечу 50 на 50. Потому что все-таки люди делают команду, каждый человек делает команду. И каждый должен исправить чью-то ошибку и помочь товарищу. Насколько возросла сейчас конкуренция с приходом иностранных, с приходом легионеров, с приходом того же Кристенсена, на который многие сейчас смотрят, многие равняются на его игру, многие что-то из себя для себя берут? Всегда, когда приезжают какие-то топовые игроки, топовые иностранцы в наш чемпионат, это всегда плюс. От этого выигрывают все, и клубы, в которые не приходят, и сам волейбол, популярность его.
потому что ходят маленькие дети, которые видят вживую игру этого профессионала и хотят также повторить, хотя до этого не видели его только в телевизоре. Как для себя, когда я тоже был маленьким, я также ходил на взрослый волейбол и тоже смотрел, как это мне было прикольно. И это все равно тебя как-то подстегивает, чтобы ты хочешь быть как он, дорасти до какого-то уровня. Вот, я думаю, это все-таки полезно, и это должно не прекращаться, и чтобы топовые игроки все равно приезжали к нам в страну играть. У тебя, твоим конкурентом в команде будет Игорь Кобзарь. Ну, ты называешь это конкуренцией или все-таки это... Естественная конкуренция, это по-другому никак не называть. Он все-таки с большим опытом игрок, который выиграл достаточно много. И в сборной поиграли, оба мы были 2 года подряд. Ну, по большому счету ты приходишь на роль второго связующего. Почему Но нет? тебе хочется быть первым и главным? Я не прихожу на роль второго связующего, кто так сказал? Нет, все решится на площадке, и кто будет лучше выглядеть на данный момент, тот и будет играть. Тут первый, второй, я думаю, здесь будет тяжело вообще определить. Много ли практики у тебя было в Белгороде? Все-таки в Белгороде ты практически каждую игру был. По сравнению с сезоном последним моим в Питере, тогда то практики стало гораздо больше. Вот. И было приятно играть, нисколько не устал, не надоело. Хочется еще. Поэтому здесь. И какие ожидания от предстоящего сезона? Понятно, что этот сезон будет усеченным, нет ни Еврокубков, ни матчей сборных. Насколько, ну не знаю, уже стоит об этом говорить, но тем не менее, насколько ты огорчен тем, что не будет никаких вне национальных турниров? И вообще, какие ожидания от сезона? Ну, мало кто, наверное, выиграет, а то, что не будет Еврокубков, потому что это дополнительный турнир, дополнительные какие-то эмоции, популяризация волейбола того же. Очень жаль. Как пишут, я не знаю, пишут то, что будет плей-офф полноценный, а это придаст гораздо более такую зрелищность нашему чемпионату. Я думаю, 99% руководителей и игроков, они за такой формат. Ну и болельщик также 100%, мне кажется, за этот формат. И это тоже, это может быть как плюс, то, что не будет Еврокубков. Дим, когда уже собираешься включаться в сезон, что предстоит до начала сезона? Ну, сейчас отпуск, сейчас задача отдохнуть маленечко. Но уже организм требует, сидеть дома надоедает. Не то, что сидеть дома, а ничего не делать, не тренироваться. Уже хочется, руки-ноги чешутся. Вот, поэтому, я думаю, в Пермь поедем с женой в начале июня, и там начну уже ходить в тренажерный зал. А к концу июня, начало июля, я думаю, уже будут сборы. Сколько обычно вот межсезонье длится? Я имею в виду, когда ты абсолютно ничем не занимаешься, вот полностью позволяешь себе не включаться в процесс там, ни тренажерки, ни волейбола, вообще ничего. Я думаю, всех по-разному. Кто-то и 2 месяца может ничего не делать, и 3, я знаю таких людей. И потом выходят и нормально играют? Потом легко выходят, ничего не болит, спокойно тренируются. А у тебя? Вот. Раньше я был из тех же людей, если у меня выпадал отдых, я ничего не делал абсолютно. Сейчас недели 2, ну максимум 3 я могу не позаниматься, и дальше уже не выдерживаю и иду сам в тренажерный зал. Но все-таки насколько распространена практика, когда вот в межсезонье команды не забывают и не сбивают на подготовку и именно там целенаправленно, без тренера, а сами самостоятельно дома? И я слышал, многие команды в принципе дают тебе те задания, грубо говоря, распечатывают твою программу в тренажерном зале, и ты уже должен, выполняя эту программу за какое-то количество времени до начала сборов, приехать и быть готовым уже к основной программе. Там уже к нагрузкам и так далее, чтобы не получить травмы. А так, я уверен, что больше половины людей не выдержат весь отпуск, ничего не делать. Это, не знаю, таких, по крайней мере, я знаю большинство. А что можешь сказать вообще о Петербурге и Белгороде в плане волейбольном? Как болеют в Белгороде, как болеют в Питере? Ты можешь уже сравнить эти 2 города? По-разному, мне кажется. Все-таки там в Белгороде какая-то определенная группа болельщиков есть, и сейчас как раз там стоит задача, чтобы привлечь новых болельщиков, новых поклонников волейбола. Я думаю, это у них получится 100%. А в Петербурге он более искушенный, не знаю, как бы так, видами спорта, и футбол, и баскетбол, и хоккей, и есть из чего выбрать. И надо своими победами доказывать, чтобы трибуны были полными, а когда собиралось много людей, приходили к нам на игры, такое тоже было. Очень классно играть, очень приятно, шумно поддерживают.
И хочется, чтобы так было всегда. Но чтобы так было всегда, нужно играть отлично. И, кстати, ты вернулся, какой ты номер себе взял? Тот, под которым ты выступал раньше? Я надеюсь, да, достанется тот же номер. Сейчас вот, закончив разговор, позвоню администратору, чтобы забил мне его. Но еще не было речи о... А я забыл это сделать. Но сейчас сделаю обязательно. Ну, вообще для тебя принципиально выступать под определенным, под одним и тем же номером? Хотелось бы, да. Потому что есть какие-то моменты жизненные, которые с этим номером ассоциируются. Это так у многих. Ну, у тебя это любимая цифра? Ну, в том числе, да. Ну и напоследок пожелания для болельщиков на предстоящий сезон. Приходите болеть за петербургский «Зенит». Мы сделаем все, что в наших силах. Мы будем полностью выкладываться и, надеюсь, мы сделаем 100% тех вещей, которые от нас понадобятся, чтобы вас не разочаровать. Спасибо. Все. Спасибо.